В этом видео мы разберем реальную историю семьи Джакузи. Это классическая сказка о итальянских эмигрантах, которые бежали от Первой мировой войны в США и осуществили американскую мечту. Начиная со сбора апельсинов и постройки небольших самолетов, они разработали уникальный пропеллер, известный как зубочистка Джакузи, построили первый моноплан с закрытой кабиной и создали огромный бизнес по продаже гидромассажных ванн и водяных насосов. Выручка компании в прошлом году составила $500 миллионов. Джакузи стала именем нарицательным, синонимом гидромассажных ванн. История семьи Джакузи начинается с брака Джованни и Терезы в 1886 году. Они жили в красивой сельской местности на севере Италии. Семья жила небогато, но это не помешало родить и воспитать 13 детей. Они же как раз и помогали на ферме, выращивать скот и возделывать землю. Это была обычная сельская семья. На первый взгляд у них было все хорошо, но на самом деле приближалась Первая мировая война, и с каждым днем политическая ситуация в стране ухудшалась. Глава семейства Джованни любыми способами не хотел отдавать детей на войну. Главной задачей было сохранить семью, поэтому всех подрастающих парней подальше от призыва он отправлял на заработки. Первыми, кто поехал в Германию в 1898 году, были старшие сыновья Ракеле и Валериано. Им было по 12 и 11 лет. Братья работали по 10 часов в день на кирпичном заводе. Это поколение Джакузи было самым трудолюбивым, и это помогло будущим поколениям жить так, как они жили. Пока они были на заработках, политическая ситуация в Италии ухудшалась, и Первая мировая война была уже совсем близко. Джованни, глава семейства, принимает непростое решение отправить детей еще дальше от войны и военного призыва в США. Старшему сыну Ракеле было 20 лет, когда он отправился с братом в 1907 году в Америку. Первые иммигранты останавливались в Лос-Анджелесе, в городе, где было много работы и можно было поднять денег. Так началась иммиграция семьи Джакузи через океан. Все члены семьи постепенно перебрались в страну, и это заняло целых 13 лет, с 1907 по 1920 год. К тому времени Ракеле, старший сын, который эмигрировал одним из первых, уже работал механиком на Макдональд Дуглас, крупного производителя самолетов. Шел 1915 год. Бывая на многих выставках с новыми моделями самолетов, Ракеле понимал, что может создать самолет, который будет намного лучше тех, что уже есть, и этим сможет покорить Америку. Как раз, когда компания готовилась к одной из таких выставок, она столкнулась с проблемой разработки пропеллера для прототипа нового самолета. Имея навыки инженера и работы по дереву, с бессонными ночами и отбрасыванием большого количества вариантов, настойчивый Ракеле смог разработать новый вид пропеллера. Модель прозвали зубочисткой из-за характерной формы. Пропеллер был настолько успешен, что даже использовался вооруженными силами США. Он смог заработать достаточно денег для создания семейной компании Jacuzzi Brothers, которая была основана в 1915 году со штаб-квартирой в Беркли, штат Калифорния. Первая мировая подходила к концу, и контракты на пропеллеры заканчивались. Нуждаясь в новых источниках дохода, на накопленные деньги старший сын убедил семью попробовать силы в авиастроении. Ракеле хотел летать. Его мечтой было создать свой самолет. В 1920 году братьями Джакузи был разработан первый в США успешно летающий моноплан с полностью закрытой кабиной. Они потратили большую часть накопленных денег и очень много времени. Если бы план не сработал, они бы остались с пустыми карманами. Но проект пока не был успешен. Джакузи не могли найти крупные контракты, чтобы финансировать компанию. После первых этапов тестирования самолетом заинтересовалась Почта США и предложила контракт на $14 тысяч за пробный образец для поставки писем по воздуху. Вот это был тот самый шанс, чтобы заработать денег и прославиться. Но все сорвалось, когда во время последних тестовых полетов самолет разбился. На борту было 4 человек, в том числе один из членов семьи Джакузи. И отец попросил Ракеле не заниматься таким опасным делом. Он не хотел больше терять своих детей. Так закончились семейные мечты об авиации. Они были разорены, им пришлось все начинать с нуля. Братья старались сделать все, чтобы компания оставалась на плаву. Разрабатывали вентиляторы, печи и машины, которые защищали фруктовые сады от инея, подрабатывали механиками и ремонтировали автомобили. А Ракеле продолжал эксперименты и поиск нового изобретения.
Однажды отец предложил Ракеле решить проблему фермеров в Калифорнии. В засушливых регионах была проблема с орошением земель. Вода находилась настолько глубоко, что обычные насосы не справлялись. Ракеле понравилась эта идея, и он начал экспериментировать в этом направлении. К 1925 году он уже разработал струйный насос для перекачивания воды. Установив первые тестовые насосы в колодце, братья убедились в том, что они отлично качают воду, и начали продавать насосы. Вот тут и сработала настойчивость старшего брата Ракеле. Они несколько лет выжидали этот момент. Они нашли новую свободную нишу с проблемой у клиентов, которую могли решить. Бизнес начал стремительно развиваться. Несколько лет семья Джакузи хорошо зарабатывала, но в 1929 году наступила Великая депрессия. Цены на сельхозпродукцию упали на 40-60%, и фермерам стало невыгодно покупать насосы. Продажи резко пошли вниз. Единственным спасением была жизнь на ферме. Они выращивали виноград и продавали его по $35 за тонну. В 1937 году от сердечного приступа умер Ракеле в возрасте 50 лет. За последние 20 лет Ракеле успел создать пропеллер и, главное, насосную систему. Это приведет к самому крупному бизнесу в истории семьи Джакузи. Позже компанию возглавил младший из братьев Кандида. Весной 1941 года у Кандида и его жены родился четвертый ребенок Кен. Он был здоровым ребенком, но перед своим вторым днем рождения Кен заболел фарингитом. В наше время это лечится, но тогда это привело к ревматоидному артриту. Он вызывает постоянную боль в суставах, отек и скованность. В случае с Кеном инфекция стала системной, то есть пострадало все его тело. От боли в суставах Кеннету помогали сеансы гидротерапии с последующим массажем, но каждый день возить ребенка в спа-центр больницы было неудобно и дорого. Кандида Джакузи решил придумать вариант получше. Изучив установку гидротерапии, используемую в спа-салоне больницы, он понял, что конструкция состоит из ванны и насоса. Так как у них был опыт разработки сельхознасосов, он модифицировал насос, добавил воздухозаборник и сделал его переносным, чтобы можно было установить в любую ванну. Кандида разработал то, что впоследствии стало насосом модели J300. Кандида увидел возможность продавать гидромассажную ванну, которую мы впоследствии будем называть джакузи, на внутренний рынок, но для начала ему нужно было убедить семью. Семья боялась выйти на потребительский рынок и стать конкурентами таких гигантов, как General Electric. Если General Electric скопирует их товар и расширит модельный ряд, это уничтожит их семейный бизнес. Но после нескольких месяцев убеждений семья согласилась, но при условии, что он сначала сможет вызвать достаточный потребительский интерес. То есть выходить на рынок нужно будет с крупной рекламной кампанией. В то время самым лучшим каналом рекламы был телевизор. Он только набирал свои обороты, и относительно недорого можно было рассказывать про свой продукт на десятки миллионов человек. В 1956 году Джакузи показали свой продукт на шоу Queen for a Day – Королева дня. Благодаря своим свойствам джакузи понравилось не только измученным домохозяйкам, но и знаменитостям, таким как Элвис Пресли, Мэрилин Монро, которые создали из джакузи символ роскошной жизни. У семьи Джакузи получилось захватить рынок. Первое поколение семьи отлично справилось с созданием прибыльного, устойчивого бизнеса. Компания активно захватывала мир и уже работала в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили. В 1968 году Рой Джакузи, представитель второго поколения джакузи, создал и выпустил на рынок первую автономную, полностью интегрированную гидромассажную ванну, в которую были встроены форсунки по бокам ванны. Новая конструкция избавляла от необходимости помещать переносной насос в ванну. На главной выставке в Далласе Рой собрал заказы на 3000 ванн. Так Рой понял, что рынок поворачивается в сторону досуга, фитнеса, стиля и всего, что с этим связано. Продажи быстро росли, и в 1970 году джакузи разработали первую двухместную ванну. Затем появились еще более крупные модели для всей семьи. Сотни тысяч портативных джакузи были установлены как в помещении, так и на открытом воздухе, на базах отдыха и частных домах. Ни один уважающий себя номер в отеле невозможно представить без джакузи. Продажи Jacuzzi Brothers достигли $90 миллионов в год. Но к концу 70-х годов большая часть семьи была за стратегическое размещение на бирже. Выход на биржу был обречен. На рынке случился нефтяной кризис,
Заседания совета директоров были бесполезными. Вместо того, чтобы стабилизировать бизнес, члены семьи выясняли отношения между собой. В 1979 году, после нескольких тревожных лет и ожесточенного судебного процесса, в котором члены семьи судились друг с другом, большая часть проголосовала за продажу компании. Jacuzzi Brothers продали свои акции нью-йоркскому конгломерату Kiddle. Семья получила $59 миллионов. Закончилась эра правления второго поколения семьи, а третья думала не о том, как сохранить семью. Главной задачей было успеть урвать свой кусок. За этим последовал самый мрачный период в истории семьи Jacuzzi, за исключением Роя, которому предложили руководить отделением ванн, а остальных членов семьи Jacuzzi новые владельцы уволили. Как позже они выразились, они были прихлебателями. Новым владельцем Рой построил бренд на $1 миллиард. Спустя много лет Фред Клайн, один из потомков Jacuzzi, в честь деда открыл винодельню и решил собрать всю семью вместе. Клайн принял у себя 350 членов семьи Jacuzzi, собравшихся на лужайке его виноградника, возродив давно утраченные отношения. Есть китайская поговорка, точно описывающая историю семьи Jacuzzi. Процветание не длится больше 3 поколений. Первое поколение может заработать приличный капитал тяжелым трудом. Второе поколение еще будет помнить усилия родителей и не станет транжирить заработанные деньги, вкладывая деньги с умом. А третье поколение легко получает накопленное в качестве наследия, поэтому не ценит усилий предков и чаще всего спускает все деньги. Подписывайтесь на наш канал «Лайк не глядя», чтобы узнать много интересного.